Вселенная и реальность совсем не так просты, как может показаться на первый взгляд. Вещи, которые мы принимаем как должное и в истинности которых полностью уверены, могут оказаться совершенно не тем, чем они являются на самом деле. Ученые и философы делают все, что возможно, чтобы перевернуть вверх дном все наше представление о том, что существует вокруг. Привет, друзья, это канал Люди и Космос. И в этом выпуске топ-10 самых невероятных теорий о Вселенной и реальности. Пишите комментарии, какой из теорий вы придерживаетесь, а может у вас есть собственная. Философы пришли к следующему выводу: все вещи, которые находятся у нас за спиной, просто исчезают. Философы-феноменалисты выступают за то, что все в мире существует до тех пор, пока воспринимается. Иначе говоря, ваш бутерброд с сыром существует только, если вы знаете о его существовании. К примеру, деревья в дремучем лесу, которых никто не видит и о которых никто не знает, не существуют. Существования нет, если нет восприятия. Представим на некоторое время, что мы всего лишь мозг в колбе, а все наши чувства контролируются учеными или инопланетянами, или инопланетными учеными. И как мы можем опровергнуть возможность такой ситуации? Да, снова вспоминается матрица. Этот эксперимент перекликается с идеями солипсизма, о котором я расскажу чуть позже. Мы можем доказать существование только нашего сознания. Все остальное, что мы видим и что происходит с нами, спорно. Время — это то, что мы воспринимаем как нечто само собой разумеющееся. Мы делим его на прошлое, настоящее и будущее. Философы-презентисты считали, что прошлого и будущего не существует, реально только настоящее. Иными словами, вчерашнего дня вообще не существует, а этот выпуск будет реален в будущем, только если вы снова станете его смотреть. Будущего не существует, так как время не может быть одновременно позади и впереди, как утверждал философ Августин Блаженный. Эта философская концепция утверждает, что все вещи в мире существуют как идеи в нашем сознании, точнее, в чьем-либо сознании. Джордж Беркли, известный философ-идеалист, понимал, что его теории расценивались современниками как глупые и несостоятельные. Один из его оппонентов закрыл глаза и ударил ногой камень. Этим он хотел показать, что если бы камень действительно существовал только в его уме, он бы не мог толкнуть его с закрытыми глазами. Беркли на это заявил, что существует очень могущественный и вездесущий Бог, который одновременно может воспринимать все и всех. Насколько правдоподобно воспринимается эта теория, решать вам. Эта научная теория рассказывает о том, как закончит свой век Вселенная. Хоть сам процесс и не будет похож на превращение всего в космосе в глыбы льда, как можно представить, проблема будет очень серьезная. Вселенная обладает определенным количеством энергии, но когда эта энергия будет израсходована, согласно теории, Вселенная станет постепенно замедляться. То есть она медленно станет утрачивать тепло, так как тепло образуется движением энергетических частиц. Замедляя скорость, все в нашей Вселенной в конечном итоге остановится. Солипсизм – философская теория, которая утверждает, что ничто нельзя доказать за исключением существования чьего-либо разума. Поначалу это может показаться глупым, ведь кто захочет отрицать, что мир вокруг него реально существует? Однако, доказать то, что реальность существует на самом деле, невозможно, а вот существование индивидуального сознания доказать можно. Вспомните наиболее запомнившиеся сны, которые вы видели когда-либо. То, что вы видели во сне, казалось вам реальностью. Думаете, что способны доказать себе существование ваших родных и близких, так как вы можете дотронуться до них. Но это не так. Люди, которые находятся под действием наркотиков, способны с уверенностью сказать, что видели и трогали людей и предметы. Но это были всего лишь галлюцинации. Таким же образом нельзя утверждать, что реальность, в которой вы сейчас находитесь, не является той же галлюцинацией. Мы можем с уверенностью говорить о существовании только наших мыслей. И снова матрица. Каждый знает о Платоне, знаменитом древнегреческом философе, у которого тоже имелись свои мысли по поводу реальности. Он утверждал, что помимо мира, который знаком каждому из нас, существует другой мир, мир прекрасных форм. Все вещи, которые мы видим вокруг, всего лишь тени, имитации настоящих вещей. Платон считал, что все на свете создано только из субстанции. Это означает, что вода, золото, воздух,
продукты жизнедеятельности, все это состоит из одного и того же вещества, представленного в разных видах. По представлениям современной науки, эта теория недалека от истины. Противоположная презентизму теория. Согласно этой философии, время на самом деле имеет множество слоев и может быть сравнимо с бисквитным тортом. Все эти слои существуют одновременно, но какой именно слой видит определенный наблюдатель, зависит от того, где именно он стоит. К примеру, Вторая мировая, динозавры и группа Металлика существуют в одном времени, но могут рассматриваться с разных углов. Согласно этой теории, будущее уже давно определено, а свобода в выборе вариантов – всего лишь иллюзия. Согласно этой теории, существует бесконечное количество параллельных вселенных и параллельных миров, которые очень похожи на наш собственный мир с некоторыми различиями. Теория мультивселенной рождает ряд других теорий. Она позволяет предположить, что все, что мы придумаем, может реально существовать в каком-то другом мире. То, что в нашем мире, всего лишь выдумка и фикция, где-то в мире параллельном может быть реальностью. Квантовый реализм – теория, согласно которой квантовый мир реален и создает физический мир как виртуальную реальность. Квантовая механика, таким образом, предсказывает эффекты физической механики, потому что является ее причиной. Физики говорят, что считать, что квантовые состояния не существуют, это как не обращать внимания на человека за занавеской. Квантовый реализм – это не матрица, в которой другой мир, создавший наш, будет физическим. И это не идея мозга в колбе, поскольку эта виртуальность была задолго до того, как появился человек. И это не фантомный другой мир, который влияет на наш физический мир, фантом сам по себе. В физическом реализме квантовый мир не существует, но в квантовом реализме физический мир невозможен, если это только не виртуальная реальность. Друзья, я больше склонен к теории мультивселенной, а ваши мысли и мнения жду в комментариях. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить интересные выпуски, не забудьте поставить лайк и поделиться этим видео. Всем успехов и до скорого!